Друзья, завтра в воскресенье в 15:30 по Москве я буду писать натюрморт новогодний. Жду вас на прямой эфир. Елочка, Дед Мороз, шампанское, мандарины. Тема актуальная, и, может быть, этот эфир вдохновит вас на написание подобной темы. Или кто-то после длинной новогодней ночи возьмет этюдник и пойдет писать. У меня такое было 1 января, работа так и назвал я ее. Я вышел в леса, в общем-то, в пересеченную местность, и написал работу, которая называется «Огонек». Пока близкие гости спали, я потихонечку смотал удочки на работу. В 15 я выходила, краски стыли, ноги еще больше, в 2 этапа закончила работу, кайфа от этого никакого. Сара Казань написала. Но нет плохой погоды, одевайтесь покрепче, с запасом, чтобы ноги не стыли, а краски стынут на морозе. Мастихина можно писать. И формат небольшой, и получите кайф. Если вы получаете вообще от живописи кайф, то здесь точно получите. Друзья, дайте обратную связь, кто зимой пишет и получает удовольствие. Или не получает. Мне нужно знать, настраивать вас на зимнюю работу или не настраивать. Меня просят провести мастер-класс зимой, и я подумываю о локации, где это сделать, и получить кайф. Владимир Кириллов, я много работаю, и что-то затухание происходит у меня. Думаю, надо заглянуть к Вячеславу на лекцию и его картины посмотреть. И тут же получаю сильное возгорание в душе после просмотра. Спасибо. У каждого художника есть отличные работы, есть проходные, есть провальные. Успехов вам, слава. Спасибо, Владимир. Конечно, есть у всех. Главное в этом деле то, что мы возгораемся, и горение продолжается фактически от процесса живописи. Потому что каким-то удивительным образом возгорается наша душа. И наиболее полное ощущение свободы, красоты мы чувствуем внутри. Поэтому-то мы и пишем. Другого я не знаю объяснения. Кто для денег, для заработка, там ремесло. Приходится через себя переступать. Рутина такая, да? Я подчеркну, кто только для заработка. Конечно, каждый хочет заработать, кто и для души пишет. Но я знаю и таких, которые выгорают на этом, потому что одно и то же им уже так они не хотят писать. Публика требует одно, а им хочется другое. Так пишите другое. Как-то совмещать надо. Друзья, в моей онлайн-школе новогодняя акция. И можно приобрести уроки за 50%, все курсы минус 35%, скидка. Некоторые свои картины я предлагаю на сайте за полцены в честь праздника. Для того, чтобы выбрать курс или урок, вам нужно посмотреть отзывы, видеоанонсы к каждому имеются. Можете посмотреть для примера этот. Друзья, вам доступен 54-й урок «Цветы в пейзаже». Урок теоретический. Я разбираю 88 своих работ. Причем мотив, фотомотива и фотоработы. На мой взгляд, это самое действенное обучение, когда вы видите, что получается из мотива, на который вы смотрите. Как трансформируется в сознании художника видимая реальность и как создается новая реальность. Вы увидите, как сочиняется композиция. Я надеюсь, что этот урок будет очень полезен тем, кто любит писать цветы в пейзаже. Нужно построить структуру мотива, в котором вы видите цветы. Это не так просто, но возможно. 54-й урок «Цветы в пейзаже». Ольга Гурова, моя знакомая, научилась путем ежедневных рисований линий переносить с фотографий особняков на бумагу, добавлять немного акварели и продавать все это за пару тысяч. Называет себя художником. Так кто может называться художником, как вы считаете? Друзья, я прошу подмоги у вас. Ребенок, например,
Я поощряю всех детей и сына своего, когда он что-то рисует, художник, да. Даже на выставках его работы, на моих показывал. Мне кажется, нужно всех поддерживать, кто творит. Ну да, рисует линии, переносит, что-то там не так. Ну и что? Это ее путь. Кому-то это может понравиться. Вам не нравится — отойдите. Не надо ее ругать и думать, что она растлевает незрелые умы. Да нет, в каждой песочнице свои игрушки, свои интересы. Нормально все. Это довольно широкое понятие художник. Ведь тот же Фешин написал «Капустницу» на конкурс на звание художника в Академии. Ну, там так решали в те времена. 100 лет назад нужно было заслужить это звание художник. Ну, сейчас нет. Ничего, живем. Ирина Кулепова. Вячеслав, спасибо большое. Очень ждали вашу выставку в Петербурге. Картина замечательная. Удалось увидеть живьем. Это счастье и радость. Ваша живопись прекрасна. Спасибо. Приезжайте с выставками к нам как можно чаще. С большим удовольствием. Спасибо, Ирина. Друзья, приглашаю вас на мою персональную выставку в Санкт-Петербурге в галерею живописи XX века. Я привез на эту выставку более 170 работ. Выставка проработает до 15 января. Кроме понедельника и вторника с 11 до 20 милости прошу. Живопись нужно смотреть живьем. Владимир Быков, покажите, пожалуйста, складной подрамник. Как он выглядит и где взять, самому сделать или еще варианты. Да в любом магазине или на Валбересе продаются модули, рейки, из которых вы собираете. Вот эти кусочки, 4 рейки взяли с собой и поехали в чемодан. Ну, например, 50 на 60. 50 рейка 2, 60 рейка 2. И они собираются. Там у них соединение, как он называется, ласточкин хвост какой-то там. У плотников хитрое название. Я покупал в «Передвижнике» или «Арт-квартал», где они везде продаются, эти модули. Я думаю, продаются и в Валбересе складные. На Озоне я заказывал, мне присылали, точно есть. Олег Сизаненко. Нет в искусстве никакого продвижения вперед. Никуда Малевич от Рафаэля не убежал. А есть то, о чем говорил Мераб Мамардашвили, касаясь философии, поляны, на которых копаются разные философы. Фешинисты возделают свой огородик, батоисты – свой. И не обязательно то, что они делают, будет хуже, чем у основоположника. Современный импрессионист, на мой взгляд, намного круче Ренуара. Ну, я с вами соглашусь. Все развивается. И импрессионист пишет впечатления, ощущения от увиденного. И миллионы, бесконечное количество вариантов этих ощущений. И живопись даже одного мотива у одного художника бесконечная. Ну, а уж у всех, конечно. Поэтому это удивительный сад различных мнений, ощущений от увиденного. Все это материализовано на холсте. Согласен с вами. Это самое замечательное, что есть, когда художник, в широком смысле, делится, по сути, сокровенным. Он впускает в свой мир всех, кто резонирует на этой частоте. Друзья, активничайте, ставьте крестики, поддерживайте канал. У кого есть затруднения смотреть мои видео в YouTube, смотрите их на Дзене, я параллельно выкладываю и там. Предлагаю вам посмотреть еще одно кино
626 коммерческая живопись. Пока, ребята.